Всем привет! С вами IG Daily. Всем привет! Конечно же, за 11 лет жизни в Германии мы даже неосознанно переняли некоторые немецкие привычки. И сегодня поговорим о 10 из них, с которыми поделимся вместе с вами. А в конце мы расскажем о 3 привычках немецких, к которым мы так и не привыкли. Поэтому смотрите до конца и, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Итак, первая привычка – это планирование, знаменитое немецкое планирование. Могу сказать, что раньше у меня все было в голове, сейчас это просто невозможно удержать, и я понимаю, насколько это удобно планировать и все записывать. У меня календарь буквально расписан каждый день, что, когда на год вперед, когда день рождения через 6 месяцев у кого, когда мне нужно купить подарки. И это дает такую свободу, то есть это не ограничивает тебя, что ты постоянно о чем-то думаешь. Наоборот, ты знаешь, что у тебя все распланировано, что ты все успеешь, тебе не надо будет в последний момент куда-то бежать, что-то делать. Ты можешь грамотно распределить свое время и все успеть тогда. Да, и чем мы пользуемся, это, конечно же, планирование отпуска. Мы точно знаем, куда мы поедем, в какой отель, как мы туда поедем, на чем полетим. И это очень для нас удобно, и мы к этому привыкли. Особенно с 2 детьми это очень важно, потому что когда у тебя коляска, например, ты должен все продумать, где тебе будет удобно, можешь ли ты взять коляску с собой в самолет, или сколько вещей тебе нужно взять, может быть удобнее на машине поехать, куда ты пойдешь, в какие места смотреть, например, та же Венеция, там все мосты со ступеньками практически, сразу думаешь, так, коляска, как ты ее будешь тащить. Ну и многие мелочи очень помогают прожить без стресса, скажем так, когда ты все планируешь и все узнаешь заранее. Так, вторая привычка – это воскресенье. Я уверена, для многих, кто приезжает в Германию, сначала это такое непонятное чувство, что в воскресенье все закрыто, я не могу пойти в магазин купить хлеб или молоко, я не могу пойти в торговый центр. Но потом мы поняли, насколько это классно. В воскресенье у нас действительно день с семьей, все закрыто. Я не иду покупать продукты в этот день. Мой муж не едет на 2 часа мыть машину, например. Мы проводим это время с семьей. Мы идем в лес, например, мы можем вместе погулять, мы что-нибудь вкусное готовим дома. Этот день мы действительно проводим вместе. И поэтому он называется даже в Германии как семейный день воскресенья. Никто не работает, все закрыто в воскресенье. Да, мы очень часто ходим в воскресенье в бассейн, почти каждый раз, особенно зимой. Но что меня, конечно, расстраивает, то что, да, мойки автомобильные закрыты. Но ты всегда с нами в этот день зато. Это правда, да. Еще один важный момент. Я столкнулась с этим в Германии, когда они сохраняют все. Все чеки, все переписки, все квитанции. И на самом деле это очень важная привычка. Она нас не раз выручала, когда у нас что-нибудь сломалось спустя полгода. И так как в Германии действительно работает это, ты действительно можешь сдать вещь после нескольких месяцев, например, даже использования, если она сломалась, если у нее есть какой-то дефект, но тебе нужно предъявить чек. Конечно, сейчас часто бывают электронные чеки, если ты онлайн что-то покупаешь, но если ты купил вещь в магазине, ты сохраняешь чек, и потом, чтобы ее вернуть, соответственно, нужно ее показать. Поэтому у нас есть отдельная папочка, шкатулочка, да, где у нас лежат все наши чеки, даже за много лет. Да, это правда. Еще, конечно, очень полезно в Германии сохранять различные важные переписки, делать отдельную папку у вас в вашей электронной почте, сохранять, обязательно сохранять письма, которые приходят к вам с различных инстанций. Это обязательно нужно делать, чтобы вы потом нашли, а вот вы же так говорили. Это очень важно, и надо это не забывать делать. Да, потому что часто то, что сказано по телефону, устно, оно может забыться, может потом не так интерпретироваться, могут упустить в будущем какие-то нюансы. Когда у вас есть это на бумаге, вы всегда можете достать этот лист, вы можете прочитать конкретно, что было указано, какая там стояла дата, до какого числа вам должны ответить, и уже руководствуясь фактами, предъявлять, возможно, либо какие-то претензии, либо знаете, какой у вас дальше есть срок, какие у вас есть права. Поэтому очень важно, сохраняйте обязательно. Без бумажки ты? Никто. Да. 4-я привычка – это копить, даже с небольшой суммы. Могу честно признаться, раньше мы тратили все полностью в ноль. Наверное, у многих такое бывает. Ну, может быть, нет, может, это только у нас было. Но у немцев я переняла такую привычку. Может быть, конечно, сейчас у многих есть эта привычка, я не знаю, но я обзавелась именно здесь.
откладывать даже небольшую сумму. Но многие могут сказать, как сейчас растут цены, такие расходы на все, и в конце месяца ничего не остается, допустим, да, у кого-то. Но есть очень важный момент. Откладывать нужно не в конце месяца, когда у тебя что-то остается. Откладывать нужно в начале месяца, сразу, когда тебе приходит зарплата. Ты изначально должен посчитать свои основные расходы, сколько тебе нужно, и определить процент, какой ты можешь отложить, допустим, 5% хотя бы, да, или 10%. И сразу же эту сумму в начале месяца ты откладываешь, кому как удобно. Можно снять наличными, отложить, можно отложить на отдельный счет, например. И тогда у тебя точно будет эта отложенная стабильная сумма в месяц. А дальше оставшимися средствами ты можешь распоряжаться и тратить их на свои повседневные обычные нужды, которые у тебя запланированы, да, коммунальные расходы, квартира, питание и так далее. И очень незаметно, но эта сумма потом перерастает в большие суммы, конечно же. Это могут быть накопления на детей, это может быть подушка безопасности, это может быть накопление на какие-то большие покупки. И это работает, это очень классный лайфхак, поэтому делимся. Да, ну на самом деле это правда. Мы накопили так на поездку в Америку, потому что в Америку нужна сумма, можно сказать, с 4 нулями, да, можно, чтобы полететь туда и, в принципе, чувствовать себя комфортно, да, мы таким способом накопили, потому что на обычные наши поездки мы особо там не сильно копим, мы просто берем зарплаты и едем куда-то, а уже когда ты летишь на другой континент, то надо сумма более внушительная, и на нее мы, да, вот так брали и откладывали, собирали. Также в Германии это очень важно откладывать, потому что в конце года вас может ждать очень неприятный сюрприз, когда вы получаете расчетку за год. То есть вам будет необходимо, например, доплатить за свет, доплатить, что очень-очень может быть дорого и больно, это доплатить за отопление там, или горячую воду. Также могут выписать вам счет, как у нас на одной из наших квартир в конце года писали, это за ваш сад, который у вас при вашем доме. Это тоже стоит сумасшедших денег, когда приходят садовники, они там косят траву, обрезают ветки, обрезают деревья, кусты или еще что-нибудь. В принципе, это более там, 10 тысяч евро на дом, и это все делится, и в конце года вам выставляется счет, что тоже может быть очень болезненно и неприятно. Также, если вы живете в своей квартире, и каждый ремонт, который делается возле вашего дома, он тоже оплачивается с кармана жильцов этого дома. Ремонт дороги, да? Ремонт дороги, да. И получается, что тоже в конце года вам могут выставить счет, и у вас, конечно же, должны быть такие свободные деньги, которые вы отложили. То есть это ваша, так называемая подушка безопасности, которая раньше у нас вызывала только какой-то истерический смех, и для чего это, как, где. Но просто оттуда, откуда мы приехали, люди живут одним днем, они не привыкли к этому или как-то вообще планировать. Они живут сегодня, а завтра что будет, то будет. Здесь, конечно, живут по-другому, они планируют на 5, 10, 20 лет вперед, и они знают конкретно, что так будет, что будет их валюта, их будет страна и так далее. Поэтому мы живем здесь. Вот. И ты плавно перешел к следующей привычке. Немцы планируют на 5, 10, 15 лет вперед. Конечно, нам сложно было изначально к этому привыкнуть. У нас настолько нестабильная была экономика, когда ты живешь буквально сегодняшним днем, не знаешь, что будет завтра. Да? У немцев больше стабильности, и они планируют. И мне кажется, что наоборот, в это время нестабильности, да, чем более нестабильная у вас ситуация, вы намного лучше должны думать о вашем, в том числе финансовом состоянии, да, вы должны планировать, вы должны откладывать, вы должны думать, а что если, чтобы у вас был запасной план через 5 лет, что может случиться, чтобы у вас всегда были продуманы какие-то действия, чтобы у вас были продуманы запасные выходы, не знаю, чтобы вы чувствовали себя, подстраховались как можно больших сторон, да, об этом нужно думать сегодня. Вот мы сейчас думаем, допустим, у нас ребенку старшему сейчас 8 лет, думаем, так, где она приблизительно может потом учиться. Мы не знаем, на кого, конечно, она будет сама выбирать. Но в том числе, вот мы переехали в регион, где совсем другая промышленность развита. Да? Мы были в Нижней Саксонии, там больше автомобильная промышленность была развита. Здесь уже, например, фарма, да, или здесь страхование, банки, то есть уже другой немного регион. У нее уже здесь абсолютно другие хобби будут в зависимости от региона.
Также мы думаем наперед, она потом вырастет, ей нужно будет уезжать, где-то жить, это дополнительные расходы финансовые. Возможно, она захочет уехать на год поучиться в другую страну. Опять же, на это должен быть дополнительный бюджет. Ты не можешь просто так из месячной зарплаты взять достаточно большую сумму и отправить ребенка на год учиться в какой-нибудь иностранный вуз по обмену. Да? Это все нужно продумывать, и хорошо, когда придет этот момент, чтобы ты был готов уже. И про пенсию. Про пенсию мы говорили в прошлый раз, например. Да? Да. Мы знаем, что пенсия с сегодняшними зарплатами у многих будет небольшая, и чтобы потом не оказаться у разбитого корыта, да, нужно думать сейчас о том, как себя подстраховать, если этот момент наступит, чтобы мы были к нему готовы. 6-й пункт. Честно говорить «нет» и отстаивать свои границы. Скажу сразу, мне это далось сложно. Я такой человек, как мой папа тоже, которому сложно отказывать. Мне всегда кажется, что вот, это неудобно, человек обидится тогда на меня. У немцев этого нет. У них есть свои границы. Он сказал: нет, извини, у меня сейчас не получается. Или нет, извини, я не могу. И это в порядке вещей. На тебя никто абсолютно не обидится. Мне это очень нравится, я этому учусь, практикую. Если действительно у меня не получается, я знаю, что я могу отказать, и человек не обидится в ответ. Да, немцы очень часто это используют у себя на работе. Нет, это не мои компетенции, нет, это не мой отдел, нет, это не моя там работа и так далее. Они, конечно, шаг влево, шаг вправо никогда не делают. Потому что вы должны тоже не забывать, я много раз на это накалывался, инициатива наказуема. Помните об этом, когда вы хотите сделать что-то свое или что-то проявить инициативу. Я, например, недавно слышала такой случай у девушки, которая работала не в немецкой, а в нашей компании. Как обычно, она берет на себя много обязанностей, помимо своей роли, да, еще сверху, так как у нее был дополнительный опыт, она помогала другим отделам, и причем в финансовой сфере. И когда там что-то пошло не так, не по ее прямым обязанностям, да, уволили ее и спрашивали с нее, потому что, ну ты же нам там помогала, ты нам там делала, хотя ее отдел, да, ее непосредственные обязанности были абсолютно другие. Поэтому немцы и делают только то, что прописано у них, например, в должностной инструкции, потому что поэтому с них могут спрашивать. И если ты где-то в другой области что-то сделаешь, что может пойти не так, спросят тоже с тебя. Поэтому нет, это не в моей компетенции, нет, я за это не отвечаю. Мы с этим также часто сталкивались, например, когда нам окна ставили, да? Да. Также они поставили окна, но они были не электрики и сказали: нет, подключать конкретно ваши ролады, которые опускаются, мы не будем, потому что мы не электрики, мы только устанавливаем их. Это не наша ответственность. Потому что если вдруг что-то, не дай бог, пойдет не так, конечно, спрос будет с них, а потом окажется, что у них нет разрешения, соответствующего образования на работу с электрикой. Поэтому так важно знать, на что ты имеешь право, и отстаивать свои границы, чтобы на тебя не навешивали лишнее, особенно на работе. Да? Следующий пункт. Активно пользуемся проветриванием. Проветривание, да, кстати, никогда не думал, что это так, к этому привыкнем. И поэтому, если мы вот ночью спим, да, и утром открываем окна, то есть запускаем свежий воздух, это очень полезно. И это частично может убивать различные бактерии и не давать размножаться старым бактериям. Поэтому во времена короны это очень сильно помогало немцам, и у немцев очень маленькая смертность была и заболеваемость от короны. Одна из самых низких вообще во всем мире и в Европе. Также у них очень развито, в принципе, то, что они ходят в бассейны, они много гуляют, ездят на велосипедах. То есть корона здесь очень лайтово прошла, хотя все тоже закрывали, как и в других странах, но смертность была просто минимальная. И мы всегда проветриваем уже, да, на протяжении 11 лет, и без этого уже не можем жить. И еще такой момент, например, в садиках и в школах постоянно проветривают, неважно, зима, лето. И такой момент: в школах дети на переменах никогда не находятся в классе. Каждую перемену их буквально выгоняют на улице. Дети на паузе должны находиться на улице, играть, дышать свежим воздухом. Никто не сидит в классе по 20 человек с закрытыми окнами. Дети выходят на перемену, если это зима, окна все открываются на проветривание, чтобы был свежий воздух, чтобы
лучше поступал кислород, чтобы дети лучше думали, и не было вот этого ужасного запаха, когда все сидят по 6 часов в одном помещении и дышат одним и тем же воздухом. В школах постоянно проветривают, и в детских садах тоже, даже когда холодно, все равно проветривают. Свежий воздух должен быть. Да, следующий пункт – это минимализм и практичность. Наши люди тоже с трудом понимают, а как так, как это можно делать, как можно не покупать кучу обуви, как можно не покупать кучу туфлей, вещей, свитеров и так далее. Да, на самом деле мы этого придерживаемся сейчас, и особенно когда мы стали довольно часто менять квартиры, мебели у нас тоже по минимуму, у нас вещей тоже по минимуму, ну, у меня лично, у них... У меня тоже очень мало, я считаю, основное. У нас у дочки много, но она растет, потому что у меня разные размеры есть. В этом плане, конечно, да, мы этого придерживаемся, и это очень сильно нам помогает, просто мы не копим различный мусор. Многие могут сказать, да нет, немцы столько всего покупают, они же там без конца, у них много одежды и так далее. Может быть много, по вашему мнению, но вы сравните с нашими людьми, вы загляните к кому-нибудь на балкон, и там хранятся кухни, которым 40 лет, которыми никто не пользуется. Там хранятся сервизы, которым 50 лет, которые просто стоят и которые никто не достает. Опять же, я знаю, у моего папы, у него есть гараж, но в этом гараже никогда не стояла машина, например. В этом гараже всегда лежат вещи. Там лежат мои дневники со школы. Это не один дневник на память, да? Это все дневники, это все тетрадки, например. Это любые какие-то мелочи, которые могут ему когда-то пригодиться. Да, он очень дорожит многими вещами, для него это как память. Но у многих, я знаю, есть вещи, которые не несут уже никакой ценности, и они их никогда не достанут. Они лежат не то, что они год не пользуются этими вещами, они лет 10 уже не пользуются этими вещами. Поэтому здесь нужно сравнивать. У немцев, конечно, есть много вещей, но не настолько, как привыкли у нас захламляться некоторые люди. Когда на балкон невозможно зайти, потому что там вот так все сложено кучами. А здесь балконы для того, чтобы отдыхать. Да. И цветы, например, высаживать. Да. Да. 9 пункт. Это здоровье, это профилактика. То есть вы идете к врачу не тогда, когда что-то болит, а вы делаете постоянные чекапы и проверяете свое здоровье заранее. Когда мы сюда тоже приехали, могу напомнить, мне было 24 года, и я приехал с таким пакетом таблеток. И, в принципе, для наших людей это нормально, что что-то болит у вас, вы сразу идете к врачу, врач сразу вам выписывает 2-3 препарата, вы их пьете. Все, в лучшем случае, да, классно, я теперь здоровый. Но когда мы сюда переехали, я заметил, что каждый препарат влияет на какой-то другой орган. То есть, если вы пьете от головы, болит нога и так далее и тому подобное. Ну, если образно утрировать, скажем так. Ну, так и есть. И это, к сожалению, так. И сейчас, в принципе, мы не пьем никакие таблетки. У нас максимум от головной боли ибупрофен лежит, который все смеются с немецких врачей, потому что они часто: пейте воду, пейте ибупрофен, все пройдет. Это правда, потому что ваш организм очень сильный, он может совсем сам бороться. И даже в некоторых случаях вы можете победить рак только силой мысли. Как люди, например, некоторые говорят: я поверил в Бога. И они перестают пить, например, всякие таблетки, и тут в церковь, верят в Бога, и только за счет собственной мотивации они вылечиваются. Ну, конечно, это маленькие очень проценты, на самом деле в таких случаях надо идти к врачу, получать медикаментозное лечение и правильно лечиться. Я вспомнила еще один момент такой. Когда я была на очередном плановом осмотре у врача, передо мной стояла женщина, пенсионерка, ей уже было за 60 лет, около 70 лет, наверное. Это был март месяц. И она говорит: хорошо, давайте назначим вам с вами следующий термин. Когда она посмотрела по календарю, говорит: 15 февраля. Я такая не понимаю, сейчас же март, как она может термин на 15 февраля назначить? Она назначила на 15 февраля следующего года, представляете, плановый осмотр. Они сразу назначают, зачем потом вспоминать, звонить за месяц до следующего термина. Они заранее на следующий год планируют свои чекапы. У нас точно так же есть традиция. В начале года мы занимаемся плановыми осмотрами. Мы идем
Сдаем обычные анализы с детьми, и сами мы идем, например, к стоматологу, мы делаем чистки зубов, мы идем к своим там, женским врачам, еще к терапевту мы ходим. Мы провели в начале года все осмотры, и дальше мы планируем уже на следующий год повторные, либо через полгода, да, в зависимости от врача. Это очень классная привычка, я очень рада, что мы ее внедрили, и мы всегда знаем о нашем состоянии здоровья актуальном, да, чтобы меньше потом ходить к врачу, например. Переходим к пункту 10. Пункт 10 – это мы больше не готовим, всегда, если даже приезжают друзья, какие-то праздники, дни рождения, как на свадьбу. Этот пункт просто спасение для меня. Опять же, мы читали во многих комментариях под нашими предыдущими видео, что вот, немцы негостеприимные, ты к ним приходишь на чай, и они поставили там маленький кусочек, маленький пирог какой-нибудь, все, чай попил, пирог и больше ничего нет. А если к нам приходишь в гости, мы их накормили на 2 дня, у нас там было, как у нас принято, Новый год, значит, что должно быть? Правильно, у нас 12 блюд должно стоять на столе. У нас салаты все с чем? С майонезом. С чем еще в салате? Должна быть, конечно же, или колбаса, или мясо, иначе это не салат просто. И ты до этого 3 дня стоишь на кухне, ты 6 часов варишь этот холодец, в 12 часов ночи ты его там еще разбираешь, заливаешь, чтобы потом в 12 часов ночи на Новый год все почему-то наелись, как за последний год, наверное, не ели на ночь. Во-первых, это настолько вредно для организма. Во-вторых, ты тратишь уйму времени. Для чего? Для еды? Но разве еда – это цель нашей жизни, да? И здесь я по-другому стала воспринимать гостей. В нашем понимании, когда приходят гости, это же надо накормить, надо же, чтобы они не ушли голодными. И в этом твоя ценность как хозяйки, видимо. Но у них по-другому, они по-другому относятся к гостям. Гости приходят для общения. И я, как хозяйка, я тоже хочу провести время с гостями. И они хотят провести со мной, они хотят пообщаться со мной. Они не хотят, чтобы я все время стояла на кухне и им подносила тарелки без конца, чтобы они наелись. Они пришли пообщаться, поэтому здесь никто не обидится, когда тебя пригласили в гости или ты пригласил в гости, и будет стоять какое-нибудь основное блюдо, и один салат даже, допустим, и какая-нибудь одна закуска. Это прям большое спасение для меня. Я бы готова сказать немцам спасибо за то, что я пересмотрела это отношение. Может, кто-то может обижаться, что мы не готовим им 12 блюд, когда к нам приезжают в гости. Но у нас поменялось отношение. Мы ценим общение в гостях, а не еду. Да, также детские праздники. Мы, в принципе, больше не приглашаем взрослых на детские праздники, ну, точнее, очень редко. И если приглашаем, то там минимум будет закусок, какая-нибудь напитки. Точнее, это будет просто закуски, это не будет горячее. Да, это не будет горячее, то есть это детский праздник, у детей будет торт, у них будет там сок, еще что-нибудь, они будут играться, и это будет детское день рождения, поэтому в этом плане мы делаем так. И, как правило, на детский день рождения дети тоже не едят много за столом. Они в основном все время играют. Им нужны какие-то мелочи. Часто они вообще картошку фри только могут поесть и все. Зачем детям готовить оливье на день рождения? Они это не едят. Я помню, у меня на день рождения на 5 лет мама готовила оливье. Конечно, это у нас такой традиционный салат был, который всегда ассоциируется с праздником. Но нам нужно и детям нужно гораздо меньше, чем мы можем себе представить даже, да. Ценность не в еде все-таки. Итак, топ-3 привычки, которые мы не переняли. И самая первая привычка – это, конечно же, ездить на работу, либо ездить в школу, либо ездить на велосипеде и возить своего ребенка в сад. Для нас это супер неудобно, супер некомфортно, особенно в осеннее, зимнее, весеннее время года, когда еще утром, в принципе, мы, когда просыпаемся даже в мае, в районе 6-8 градусов, это, конечно, очень холодно и очень некомфортно куда-либо в такую погоду ехать. Да, мы с дочкой, например, катаемся в парке на велосипедах, либо ездим на озеро на велосипедах, едим там мороженое. Это, конечно, классно, но использовать велосипед как транспорт, чтобы куда-то доехать именно по работе, и либо из пункта А в Б, конечно, это у нас не прижилось. Ну, это также потому, что нам нужно быстро везде успеть. У нас 2 детей, и на велосипеде, конечно же, этот отрезок пути часто занимает намного больше времени. Вот.
Следующий пункт, опять же, касается еды, да, хотя я и говорю, что немцы намного меньше готовят на праздники, но одну привычку относительно готовки мы у них не переняли. Например, у них ужин называется Abendbrot, что в переводе означает «вечерний хлеб». Это означает, что вечером они не едят горячую еду, они едят бутерброды, то есть они едят хлеб с сыром, с какой-нибудь колбасой, либо с какими-нибудь намазками такими. Мы это не переняли, нам это сложно, нам все еще нужна какая-то горячая еда, либо хотя бы салат, а хлеб на ужин не могу есть. Да. И третья привычка – это, конечно же, обратная сторона немецкого планирования, можно сказать, когда принятие решений они откладывают на следующее собрание, через 3 недели, например. Мы не можем с этим до сих пор смириться. Если есть проблема, для нас нужно ее сразу же решать и не ждать 3 недели. Да, я особенно такое решаю все сразу. Если есть какая-то проблема, я ее за один день решаю, и все, и потом сплю спокойно. Как говорится, зачем сделать завтра, когда можно сделать сегодня? И это, конечно, про нас. Рассказывайте, какие привычки есть у вас, что вам не понравилось в привычках немцев, либо какие привычки есть в других странах. Делитесь с нами в комментариях, будет очень интересно. Да, подписывайтесь, ставьте лайки. Также ставьте колокольчики, чтобы у вас было уведомление, потому что на последнее видео нам пришлось его переопубликовать, потому что YouTube почему-то не стал показывать всем нашим подписчикам. И, конечно, было очень мало просмотров, оно нигде там у них не высветилось. Спасибо вам большое, что вы смотрите. Всем пока! Пока!